Ну, как такового выбора никогда не было. Становиться художником, не становиться художником. Всегда это очень органично. Одно действие из другого получалось. В детстве сидела, скучно рисовала, рисовала больше, больше. Дальше как-то само собой получилось так, что находились какие-то кружки, школы, учителя, и вопрос о том, что заниматься чем-то другим, никогда не было. Когда я в академии училась, на третьем курсе у нас происходит распределение по мастерским. Я попала в самую замечательную мастерскую к народному художнику Мыльникову Андрею Андреевичу. У него училась несколько лет, и там у него, собственно, монументальная мастерская. Монументальная, там такое идет все равно отчасти декоративный поиск всегда в холсте, и немножко это академизмом это и не назвать, несмотря на то, что считается вот прямо центром академии. Вот, наверное, это, конечно, повлияло. Изобразить просто окружающий мир, то, что я вижу, какие-то эпизоды. Там часто у меня используется игра, как какое-то взаимодействие людей друг с другом, да, как мы этот мир воспринимаем. И через какие-то символы вот люди общаются друг с другом, и происходит взаимопонимание, может быть, более тонкое, не напрямую, не все всегда высказано до конца, не все так в лоб освещено, бывают какие-то недосказанности. Мне это вот близко, нравится. Всегда участвуют какие-то собирательные образы, отталкиваюсь от окружающих людей. То, что используются какие-то костюмы, то для меня это всегда как раз не конкретная эпоха, а скорее какая-то вневременная отсылка к вот общей такой ситуации, вот что, как я считаю, что люди никогда, ни в какие эпохи, никакие страны, все мы одни и те же, никто не меняет, каждый проживает свою жизнь, и это наша связь с этим миром. Вот это вот и пытаюсь раскрыть в своих холстах, в своих работах. Так что костюмы — это скорее отсылка к вот вневременной ситуации. Кошки — одни из любимых, в общем, символов. Для меня они, конечно, проводники в другой мир и связь со Вселенной, с пространством, с окружающим миром. Шахматы очень часто используются, там борьба добра и зла в душе. Она раньше вообще больше как-то у меня было шахмат, сейчас стало поменьше. Они такими деталями входят в картины. После академии попала на знаменитую академическую дачу, где там работали великие художники, много было там написано с натуры. Потом эти все пейзажи, они входят в картины, и сколько бы я ни путешествовала, везде стараюсь зарисовывать. Все, в общем, увиденное, оно идет в копилку. Потом это переходит в эскизы. Эскизы действительно большая школа за спиной, и все это привило такую дисциплину, и всё зарисовывается. У меня миллион маленьких блокнотиков, маленькие эскизы вырастают в эскизы побольше, потом эти эскизы побольше, может быть, перерисовываются из одного альбома в другой. Всегда, если я еду куда-то путешествовать, все это ездит со мной. Сама работа создается очень быстро. Там за неделю, полторы могу нарисовать большой холст. А вот именно процесс обдумывания идеи, она так достаточно долго.
смотрю на работу и понимаю, что уже ничего не добавить, собственно, какая-то получилась гармония. Ну, просто вот в моем понимании уже все идеально. И я понимаю, что любой мазок уже будет ее разрушать. Тогда картина готова. В какой-то момент понимаешь, что не можешь без этого жить. Отчасти все знакомые мне, ну и, наверное, я из их числа, художники — это такие маньяки, графоманы, для которых просто важен сам процесс проведения кисточкой по холсту. То есть ты получаешь удовольствие от этого, когда что можешь как-то выразить себя. Все другое кажется настолько пустым, мелким и малозначительным по сравнению с тобой и холстом, что так вот люди попадают в зависимость от этого и уже больше не могут отойти и заняться чем-то другим.